Привет! Это долгожданное продолжение диорамы про замок. Замок получился очень реалистичный и в необходимом мне масштабе, чего, как оказалось, было не так-то просто добиться. В итоге времени на создание этого замка ушло в несколько раз больше, чем я ожидал. В какой-то момент я даже начал сомневаться, что у меня что-то получится. В этом видео я покажу процесс постройки средневекового замка, расскажу про неудачи и множество различных материалов и технологий, которые я применил. А именно, работа с кирпичиками из глины, применение силикона на олове, жидкого пластика, фотополимера и много чего еще. В качестве прообраза и вдохновения я взял реально существующий замок Эллендонен в Шотландии. Для достижения максимальной реалистичности полезно держать перед глазами реально существующий объект. Стен у замка много, и я решил сделать силиконовую форму. Из отдельных кирпичиков по фактуре, похожих на камни, собираю одну стену. Каждый кирпичик приклеиваю на клей Tite Bond. Чтобы между кирпичиками убрать щели и сделать подобие шва, я использую акриловый состав Dry Ground. Излишки я убираю губкой, смоченной водой, таким образом материал остается только в швах. А палубку делаю из пеноплекса, приклеиваю ее на термоклей. Дополнительно швы промазываю силиконом, но если есть уверенность, что щелей нет, то можно этот шаг пропустить. Замешиваю двухкомпонентный формовочный силикон Mold-Max 14NV и выливаю на заготовку. Примерно часа через 4 силикон затвердеет и станет эластичный. Разбираю опалубку и вытаскиваю кирпичную стену. В итоге слепок получился очень качественный и подробный, с мельчайшими деталями. Следующим этапом идет смешивание жидкого пластика и заполнение формы. Пластик застывает очень быстро. В процессе отвердевания становится белым. После полного отвердевания вытаскиваю пластиковую стенку. Деталь получилась очень прочная. Формовочный силикон и жидкий пластик, а также эпоксидную смолу вы можете купить в интернет-магазине smola20.ru, а по промокоду MiniBricks10 действует суммарная скидка 10%. Сделав еще несколько слепков, перехожу к разметке будущих главных ворот и окон. Вокруг главного входа кирпичи должны быть расположены горизонтально. Для этого по шаблону собираю форму для будущих дверей. Процесс сборки точно такой же, как и при сборке стены. На лобзике от Proxxon вырезаю проем. Пластик пилится без каких-либо усилий. Приклеиваю проем с горизонтальными кирпичиками. Планирую места для окон, во всем замке их будет много и почти все разного размера. Сначала делаю несколько отверстий небольшим сверлом. Прямоугольную форму окну придаю напильником. Сразу скажу, что процесс оказался очень длительным и физически изматывающим. В оконные проемы я планировал вставлять деревянные рамы. Рамы очень миниатюрные, и на каждую из них также ушло немало времени. После второго окна я решил вырезать окна электролобзиком. Процесс пошел быстрее, но все равно окна пришлось доводить напильником. Сделав пару стен, я понял, что таким способом я буду собирать замок очень долго. Плюс я вдруг осознал, что масштаб кирпичей не подходит, да и их форма недостаточно реалистичная. Я решил начать работу заново, но части замка в этот раз напечатать на 3D принтере. Для этого я сначала замоделил весь замок в Cinema 4D, а затем разрезал на небольшие части, чтобы они влезли в принтер. Подобрал реалистичную текстуру в масштабе 1.87 и запек ее с моделью. Деталей оказалось много, и время печати многих из них было 12-18 часов. Принял решение печатать сразу на двух принтерах, Anycubic Photon и OneHao D8. Печатал двумя полимерами от Anycubic, прозрачным и серым, самые стабильные цвета по настройкам. Принтеры от Anycubic и OneHao печатают на жидком полимере, очень качественные и самые доступные на рынке. В России эти компании официально представлены. Ссылки на модели Anycubic Photon и OneHao D8 я добавил в описание к этому видео. Помимо принтеров вы также можете там купить расходники и запчасти. Напечатанные части замка выравниваю на шлифовальном станке от Proxxon.
У Proxon есть два шлифовальных станка, по сути отличаются только размером. Взял маленький подешевле и почти сразу пожалел, что не взял сразу большой. К станку подключается пылесос, и при работе совершенно нет никакой пыли, без пылесоса лучше не работать. Склеиваю части стен в единую конструкцию. Для склейки хорошо себя показал клей Момент Гель. Деревянными уголками усиливаю каркас постройки. Пока клей сохнет, я снимаю с печатного столика лестницу. Все отлично напечаталось, и дальше лестницу надо промыть в спирте. Смываю все излишки полимера, после этого сушу в ультрафиолетовой камере. В первой части, когда я собирал ландшафт, я заложил из кирпичей фундамент, думая, что будущий замок легко должен на него встать. Теперь, примерив склеенный замок, я понял, что фундамент надо убрать. Шлифмашинкой счищаю лишнюю траву и убираю неровности. Первая примерка стен замка, чтобы довести основание. Изнутри стены покрасил в черный, так меньше слоев потребуется на внешних слоях, избыток которых может скрыть текстуру камней. Все элементы снаружи закрашиваю небесно-серым. После покраски нужно заделать все места стыков, а также убрать дефекты 3D печати. Для этого использую вспененную замазку Foam Putty от Woodland Cynics. Результатом доволен. Закрашиваю стыки в небесно-голубой, излишки краски убираю салфеткой. Теперь самое интересное и муторное занятие. Каждый камень надо закрасить, не закрашивая стыки. Для этого я использую 4 разных цвета. Таким образом стена получится не скучной. После покраски всех камней бежевым цветом немного прохожусь по всем стенкам из аэрографа. Это нужно, чтобы стены стали немного теплее по оттенку. Приклеиваю остальные части замка. По сути, это похоже на готовые наборы, которые собирают моделисты, но в моем случае этот набор я делаю сам. Сверху я решил уложить все небольшими досочками. Как обычно, все пиломатериалы изготавливаю сам на станках Proxon. Сначала устанавливаю несущие перекрытия, на которые уложу досочки.
На дисковой пиле нарезаю полоски, их требуется довольно много. Дальше процесс довольно простой. Приклеиваю полоски на клей к несущим перекладинам. Казалось, что полосок нарезал много, но в итоге их не хватило. Решил не терять время и смывкой на стены в углах и стыках нанести эффект воздействия погоды. Не жду, пока смывка окончательно высохнет, а почти сразу же немного промакиваю салфеткой, чтобы убрать лишнее и размыть края. То же самое повторяю на оконных проемах. Коричневой смывкой крашу выборочно некоторые участки. Добавляю зеленые оттенки, которые имитируют некоторую растительность на стенах от сырости. Все эти погодные эффекты воспроизвожу и на остальных частях стен. И только после того, как все будет завершено, я вернусь к верхней части с деревянным полом. После всех манипуляций с камнями текстура немного замылилась, и камни немного потеряли свою четкость. Чтобы это исправить, я белой краской сухой кистью прохожусь по всем участкам стен. Особенно это касается всех граней. Законченный пол надо немного зашкурить. Закрываю стены внутри бумагой, чтобы пыль там не осела. Шлифовать буду специальным ручным инструментом от Proxona. На первый взгляд процесс покраски досок немного сложный, но результат будет достойный. Сначала пол покрываю темно-коричневой смывкой. Чтобы создать более реалистичный цвет старого дерева, я буду использовать 5 различных оттенков. Сначала использую краску серии Model Air красное дерево. Эта серия более жидкая, и слой краски смешивается со смывкой, которую я нанес ранее. Дальше я использую сразу 3 цвета: бежевый коричневый, оливковый и зелено-коричневый. Сначала наношу их мазками на небольшой участок, а затем смешиваю их.
Тонкой кистью коричневой краской прокрашиваю выступающие части текстуры дерева. Таким образом создается ощущение старой потертой древесины. Главные двери я решил сделать вручную из отдельных полосок дерева. Сам процесс сборки несложный, просто требует некоторого времени и внимания. При создании каждой диорамы я обязательно использую различные станки Proxxon. Это очень точный и качественный инструмент, а самое главное, все станки миниатюрные, и вы с комфортом можете использовать их дома. Вся серия станков Proxxon представлена в интернет-магазине proxxontools.ru по приемлемым ценам. Сухой кистью крашу дверь в темно-коричневый. Для дополнительной детализации вклеиваю миниатюрные гвоздики, а шапки крашу в черный металлик. Главные ворота замка готовы, приступаю к созданию решетки. На квадратных брусках 2 мм делаю отметки на равных расстояниях. Скотчем склеиваю сразу 3 бруска. Высоту пилящего полотна выставляю таким образом, чтобы оно спиливало не больше 1 мм толщины бруска. Делаю пропилы и после этого нарезаю вертикальные бруски. Снизу, где вертикальные бруски соприкасаются с землей, концы заострены. Зашкуриваю каждую с 4 сторон под 45 градусов. Элементы готовы, осталось все собрать в единую конструкцию. Хорошо держится даже без клея. На наждачной бумаге уменьшаю толщину поперечин. Крашу все в цвет дверей. Решетка шикарная и заняла всего пару часов, как раз так, как я и хотел. Сверху приклеиваю уголок из пластика, покрашенный под сталь. Гвоздики сначала приклеиваю вертикально на пеноплекс, затем крашу и после этого вклеиваю в заранее подготовленные отверстия на решетке. Между вертикальными брусками дополнительно приклеиваю заостренные пластиковые штыри, покрашенные под сталь. Вот теперь решетка готова, отлично все получилось. Ее и двери вклеиваю в замок. Над главным входом приклеиваю свой лого Mini Bricks.
Оконные рамы и остальные двери я решил замоделить и напечатать на 3D принтере. Это значительно помогло ускорить работу. На клей-момент приклеиваю внутреннюю часть стены двора. Пока клей сохнет, я приступаю к созданию мансарды. Процесс покраски точно такой же, как и был при покраске основных стен. Сначала крашу каждый камень, использую 3 разных цвета. Камни покрашены, и я имитирую результаты влияния атмосферных осадков. Крыша покрыта черепицей, и на реальном замке она уже давно потеряла свой первозданный вид, поэтому я при покраске использую сразу несколько различных цветов краски. В основном это темные оттенки и болотно-зеленые, но для начала поверх грунтовки я наношу основной цвет, это светло-коричневый. Черной смывкой я прокрашиваю стыки, таким образом, чтобы получались небольшие подтеки. Потом выборочно крашу отдельные черепицы в темно-коричневый, и пока краска до конца не высохла, я сверху по краям черепиц крашу серым цветом, но уже сухим кусочком губки. Постепенно получается желаемый результат, осталось поработать с смывкой. Сначала использую черную, она нужна, чтобы выделить все стыки, которые я потерял при покраске. Затем использую зеленую смывку, но не на всей поверхности, а лишь там, где, по моему мнению, мог бы расти мох от сырости. Много смывки я не оставляю и практически сразу излишки убираю салфеткой. Ну что ж, результат мне нравится, но опять чего-то не хватает. Сухой кистью белой краской я прохожусь по всем граням черепицы. Когда я использовал черную смывку для заливки стыков, я имитировал тень. А вот белой краской на гранях я имитирую свет. Объект получает дополнительный объем, что хорошо сказывается на реалистичности. Осталось по краям добавить мох. Для этого использую сухой мелкий материал имитации дерна от Woodland. Смешиваю два цвета, зубочисткой наношу немного клея и сверху насыпаю дерн. Стряхиваю неприклеенный дерн и мягкой кистью счищаю остатки. Теперь крыша готова. Приклеиваю стены, вставляю оконные рамы и дверь.
Один из сложных этапов – это создание пола между внешней и внутренней стеной двора. Перед тем, как приклеить внешнюю стену, я сначала собираю и приклеиваю пол к внутренней стене. Сложность заключается в том, что форма пола получается довольно сложная. Клею вторую часть, а вот для третьей части мне пришлось сделать бумажный шаблон. Переношу его на деревянную заготовку и лишние части отпиливаю на лобзике. Подходит идеально. При покраске использую такую же технику, как и для деревянного пола на крыше. Приклеиваю внешнюю стенку. Снизу замка по периметру приклеиваю дерн. Это поможет более органично вписать замок в ландшафт готового макета. На одной из внешних стен я решил поставить небольшой элемент скалы. Для этого использую покупную форму и заливаю ее гипсом. Вытаскиваю подсохшие части и выбираю наиболее удачный. Подпиливаю его под нужный размер. Для покраски использую основной цвет светло-серый. Крашу таким образом, чтобы получалась неравномерность покраски с темным и светлыми участками. Дальше использую черную смывку, чтобы заполнить все сгибы и трещины. Синей и зеленой смывкой создаю неоднородность цвета. Еще немного бежевого. И для придания объема прохожусь сухой кистью по всем граням. Приклеиваю к стене и дополнительно места стыков прокрашиваю черной смывкой. Чтобы замок смотрелся, как будто бы он там всегда и стоял, я по периметру приклеиваю различные комбинации растений. Крашу рамку в черный цвет, так диорама получит дополнительный контраст и цвета будут смотреться ярче. Ставлю свой логотип Mini-Bricks и все готово. Спасибо за просмотр, а я пошел доделывать диораму на тему охотников за привидениями и урок о том, как сделать снег и лед.